Разрушающиеся цепочки поставок, рост цен, инфляционное давление. У некоторых ВВП упал там 10-15%. Границы пройдены. Человечество опять столкнется с мракобесием. Объединение каких-то стран. Да никогда они не договорятся. Нетерпимость вышла на улицу. Такого вообще никогда не было. Ждем днища. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей. Игорь Владимирович, вот сейчас, во время войны на Ближнем Востоке, распад стран на блоки, кажется, только усилился. Как вы считаете, это финал деглобализации? Процесс уже не остановить? Нет, все еще хуже. Мы где-то посередине пути и стремительно движемся к ужасным тектоническим сдвигам. Дело в том, что даже Советский Союз в период холодной войны закупал зерно, продавал нефть и так далее. А сейчас слышится заявление о том, что, например, Балтийское море, например, будет заблокировано для России. Такого вообще никогда не было. Дело в том, что страны долгое время устраивали единый рынок. Все-таки практически весь мир играл по правилам глобализации. Только вот эти страны теперь ломают этот рынок, причем остервенение, с которым эти страны ломают этот рынок, ну, просто зашкаливает. Назло всем откушу себе руку. Вот примерно как. Деиндустриализация многих районов достигает просто вот катастрофических масштабов, потому что нет, например, доступных по цене энергоносителей. Америка торжествует. Когда такое было, чтобы Германия переносила производство в Америку? Когда такое было, чтобы Америка поставляла нефть и газ всему миру? Пожалуйста. К чему это приведет? Это приведет к глобальным сломам, к огромным жертвам, трагедиям и так далее. И ведь самое главное, тот, кто увлеченно ломает это все, ему пофиг на то, как будут страдать люди, потому как все увлечены вот этой вот игрой. Люди вообще так устроены, что если они чем-то увлекаются, то до тех пор, пока не произведут какие-то катаклизмы, пока ядерная бомба не шарахнет на всю Ивановскую, они не остановятся, поэтому давайте так, ждем днища. Но иногда из-под этого днища нам еще и постучат. Но с экранов телевизоров нам говорят совершенно другое, что деглобализация — это добро, и это сделает российскую экономику только лучше. Ну, с экрана телевизора много чего говорят, да? От того, что тебе говорят, что изба горит, и что вот хорошо, что она наконец горит, ты наконец встанешь с печи и начнешь что-то делать. Ну смотри, может, действительно ты от обожженных пяток встанешь с печи и пойдешь и начнешь что-то делать. Только вопрос чего? Попытка объяснить, что пожар — это хорошо, я вам так скажу, это попытка как-то успокоить. Ну что тут хорошего? Уже сейчас ясно, что богатство населения или там богатство народа, ну, вышло на плато, и богатение людей, но оно прекратится. Деглобализация запустит, конечно же, фрагментацию экономики, да, потребует необходимость проинвестировать в локальные секторы, ну, чтобы построить новые там дороги, мосты, производство и так далее. Представляете, сколько ресурсов у мира уйдет на воссоздание логистической инфраструктуры и так далее. Огромное количество времени, денег. Вот и все. Все это время мы будем заняты не тем, что будет повышать качество жизни людей, а мы будем заняты созданием основных средств и инфраструктуры, чтобы вообще была возможность выжить. Поэтому деглобализация, она, ну, скорее так, необходимость, вынужденная необходимость, с которой надо примириться. Это как бы пожар, который ты должен принять, ну и начать отвечать соразмерно. Но это явно не то, что приведет нас автоматически к процветанию. Игорь Владимирович, а как вы думаете, с чего все вообще началось? Когда мир выбрал вот этот путь деглобализации? Ну, началось, как обычно, все не в один день. На самом деле, любое начало — это такая вот лесенка. Есть слабые сигналы, потом сигналы усиливаются, а потом накапливается столько слабых сигналов, что они складываются в этот вот переход. И, конечно же, начало этого перехода — это был Брексит. Выход Британии из Евросоюза. Плиты начали двигаться, да. Ну, в момент объявления Брексита финансовые рынки получили страшный удар. Там достаточно сказать, что 80% финансовых компаний вынуждены были уехать из Лондона в Париж и в другие европейские столицы. Кто-то уехал в Нью-Йорк и так далее. Экспорт
уменьшился, то есть в Европе начались процессы, которые, в общем говоря, 20 лет не было таких процессов, но это все началось. Психологический удар получили все люди, которые ратовали за объединение Европы. Второй фактор — пандемия, COVID-19, деглобализация до странового уровня, я бы даже сказал, до городского и до уровня дома, когда гулять можно было только в том, что если у тебя есть собака, и ты ее выгуливаешь. Что это было? Почему страны затянули удавки себе на шею сами, у некоторых ВВП упал там 10-15%. В общем, мы не об этом говорим, мы сейчас говорим о том, что это был еще один фактор, который подтолкнул вот эти деглобализационные процессы. Третий фактор — торговая война Америка-Китай. Ну, в общем-то, Китай за 30 лет создал невероятную фабрику по производству всего, или точнее почти всего. Вот, например, высокотехнологичные чипы и некоторые технологии, ключевые технологии для микроэлектроники и каких-то стратегических областей Китай все еще не производит и закупает у Америки. Америка очень расстраивалась, что Китай набирает такое могущество, и началась война, протекции, санкции и так далее. Китай пробовал отвечать, но что ответишь, если у тебя нет некоторых технологий, а получение этих технологий занимает десятки лет. Таким образом, торговая война Америки и Китая, ну, в общем-то, сложила очень мощное противостояние. То есть, с одной стороны, гигантская зависимость Америки от производства в Китае, с другой стороны, гигантская зависимость Китая от Америки. И вот эти непримиримые противоречия, они создали, конечно, такой пласт напряжения, в довесок ко всем вот этим противоречиям, которые в мире, что, конечно, подталкивало мир к деглобализации, к возникновению нового мирового центра с точкой Китай. Далее пункт 4, вы его прекрасно знаете, это канцеляризация России, СВО, Россия, Украина, и вот эти вот конфликты, которые возникли вот в этой части Евразии, Европа и Россия, увязшие вот в этой вот разборке, да, на территории современной Украины, да, они, в общем-то, практически выключены сейчас из мировых процессов. И Америка начинает спокойненько заниматься возрастающим Китаем. Ну и, наконец, пятый фактор — Ближний Восток. Ну, здесь уже вот это разделение мира, ну, теперь уже весь мир включился. В эти заварушки и в эти столкновения вовлечены уже не просто государства, страны, военные силы, вооруженные силы, нет, а все люди. Границы пройдены. Нетерпимость вышла на улицу. Если этот фундаментализм вот таких вот радикальных отношений будет продолжаться, я вам так скажу, дорогие мои друзья, человечество опять столкнется с мракобесием, которое сотрет в порошок все достижения человеческой цивилизации, мы опять откатимся и начнем все с нуля. Станьте сами способствующими тому, чтобы жить в качестве проживания жизни, да, и распространять воззрения, которые дают вам качество проживания жизни. Не распространяйте фундаментальные воззрения, что цвет кожи — это основание, чтобы кого-то там захейтить или там закенселить, что национальность является основанием, чтобы объявить человека изгоем и так далее. Все это приводит нас к ужасному откату во времена мракобесия и темноты. Не допустим этого. Я обращаюсь к вам с этим призывом, потому как, ну, реально я так чувствую, это мое сердце так говорит. Я не хочу, чтобы мы с вами оказались в те времена, когда людей сажали на кол или сжигали на кострах. Игорь Владимирович, а как конфронтация между странами влияет на мировую экономику? Ну, давайте так на цифрах. В Аргентине 140% ключевая ставка. Понятно? Гиперинфляция. В Венесуэле 55%. Вот в Турции 35%, я подсматриваю тут цифры. В России, вы знаете, уже 4-й раз подняли ставку, сейчас 15% ставка, это значит кредит 20+%, и то не всем доступен. Ну как влияет? Разрушающиеся цепочки поставок, рост цен, инфляционное давление, снижение уровня жизни и так далее. Да, ну, например, в Германии переход к рецессии случился, то есть производство не растет, деиндустриализация началась, то есть и в развитых странах, в общем-то, ну, есть проблемы. То есть для людей, для вот народа, для основной массы людей, которые живут, для всех это очень плохо. Так всегда было. Войны всегда были инструментом вот этой вот игр определенных каст. Они играют в увлекательную игру, народ страдает. Игорь Владимирович, а как в этой ситуации чувствует себя бизнес в России? Мы и так сегодня переживаем сильный все-таки стресс от санкций.
Ну, Россия сейчас в слабой позиции, Россия вынуждена перестраивать экономику. Все-таки российская экономика была очень сильно включена в эти глобализационные процессы. Нефть и газ продавала, и на нефти, газа, доллара, так сказать, закупала вот все. От ширпотреба до самых там каких-то лопаток для турбин. Поэтому Россия сейчас в очень уязвимой позиции, вынуждена там строить новые обходные маршруты для логистики, новые мосты, там, строить новые заводы и так далее. И, смотрите, вкладываться в обход санкций, потому что если нельзя за ближайшие 10 лет построить многие производства и надо где-то закупать это, а закупать это через там третьи страны и как, надо платить огромные накладные расходы, нести, да, за то, чтобы закупить это все. Или отправив кучу нефти, например, в Индию, индусы оказались очень ушлыми, они сказали: не, мы будем рупиями расплачиваться за вашу нефть. И зачем России рупии? В результате переговорщики от России долго думали, а что с Индией-то вообще взять? Чай? Индийский чай? Что есть в Индии, кроме пряностей и индийского чая? И оказалось, там корабли есть. То есть, грубо говоря, на нашу нефть мы в Индии будем развивать промышленность судоверфи по строительству кораблей. Да? Теперь что происходит внутри России? Внутри России происходит тактически изменение, что иностранцы уходят из России, конкуренция снижается. Это шанс на коротком периоде для некоторых российских компаний ворваться в ниши и усилиться. Но дальше-то снижение платежного спроса и так далее приводит к тому, что лафа опять заканчивается. Потому что дальше-то нужно было больше производить, чтобы росла производительность труда и так далее, а рынок ограничен. Потому что транзакционные издержки, пересечение границы и отвезти товары в другие страны огромные. Вот и все. Плюс еще бизнесу, конечно, подрезали крылья, выход на мировые рынки. Вот этот хайп вокруг БРИКС, который есть там. БРИКС, там объединение каких-то стран, там валюту скоро там общую сделают. Да я вам так гарантирую, что Россия, там Китай, Бразилия, ЮАР, кто там еще входит в БРИКС, да никогда они не договорятся. Это слабые, разрозненные страны. Слабые не потому, что они слабые, каждая в отдельности это хорошая страна, но они слабы в том, что их ничего не объединяет, кроме того, что Баба-Яга против. Они все против гегемона. Окей, гегемону похрен на это. Да? Какие проявленности этого БРИКС за 15 лет вот этих вот бесконечных разговоров про БРИКС? Никаких. Так это хайп, это просто информационная повестка. Все, положите ее на полку, не обращайте внимания. А вот то, что бизнесу отрезали, то есть нет у него возможности, так сказать, с низкими транзакционными издержками взаимодействовать с миром, это факт. Поэтому те россияне, у кого есть экспортно пригодный товар, смотрите, многие уже релоцировали свои бизнесы в другие страны. То есть российский бизнес становится филиалом, например, международного холдинга. Поняли? То есть не сидим в России, коренной холдинг в России, и преодолеваем издержки. Нет. Переносим штаб-квартиру, например, в Дубай или там Эр-Рияд, Саудовская Аравия и так далее, да, смотрите, или там Сингапур, и в России один из филиалов. То есть становимся международными и так далее. Так поступили очень многие мои ученики. Я рекомендую поступать так, если у вас есть экспортно способельный товар. А если нет, придумайте такой товар. В мире есть огромный запрос на российских предпринимателей, очень смекалистых ребят. Огромная школа предпринимательская в России, россияне очень находчивые. Вы, наверное, понимаете, если мы до сих пор живы, то мы очень находчивые. Поэтому смелее преодолевайте эти барьеры, и чем больше вызов по этим барьерам, тем больше вероятность, что вы удивитесь себе, как вы проявитесь. Страх, с которым ты испугался, это как энергия пружины, которая вытолкнет тебя, чтобы ты перепрыгнул это ограничение. Понятно? Друзья, это специальное сообщение для тех, кто очень хотел, но не оказался среди зачисленных на магистратуру ШИР МФТИ. Я открываю набор на MBA ШИР МФТИ. Старт 1 февраля. Отбор уже начался. Адмиссия — это прохождение определенной программы испытаний, поэтому вы здесь, пройдя по ссылке, можете принять участие в этом нелегком испытании. Еще раз повторю, я жду только реальных лидеров, те, у кого уже проявлен талант, да, и тот, кто хочет теперь свой талант превратить в гений. Напомню, гений —
— это тот, кто попадает в цель, которую никто другой не видит. А талант — это тот, кто попадает в цель, в которую другие не могут попасть. Так вот, я делаю свое вот это специальное приглашение именно для тех, кто уже попадает в цель, в которую другие не могут попасть, и хочет научиться попадать в цель, которую другие не видят, раскрыть свой гений. MBA Шир МФТИ — это именно для будущих гениев, для лидеров будущего. Поэтому здесь под этим выпуском вы найдете ссылку. Я жду вас. Начинайте прохождение отборочных мероприятий. Я буду сам участвовать в отборе, поэтому увидимся. Как сделать экономику России более эффективной? Экономику делают люди. Человек — ключевая инновация, и только люди с предпринимательским мышлением, которых много, и они структурно-поведенческое взаимодействие осуществляют, они могут сложить условия, при котором экономика растет. Госплан в Советском Союзе смог создать начальные условия для роста промышленности в России, но также с успехом завалил и не смог поддержать продолжение роста, потому как не мог успеть за многообразием потребностей, которые развивалось на потребительском рынке и так далее. Вот. Поэтому все-таки совмещение двух подходов. Государственная политика протекционизма по ключевым стратегическим областям, объединенная с стимулированием предпринимательского мышления, и сотни тысяч предпринимателей обнаруживают спрос и удовлетворяют спрос. В потребительском секторе, каких-то там небольших нишах обслуживания промышленных предприятий и так далее. Вот такой вот гибрид. Только так можно сделать экономику более эффективной. Ну и теперь пару таких технических моментов. Первое. Нам нужно забрать ключевые секторы будущего мироустройства. Например, атомная энергия, экологичная цепочка от ядерного топлива до утилизации ядерного топлива, да, от производства замкнутых циклов атомных станций до создания энергоемких производств, которые потребляют эту энергию. И таким образом мы создаем себе преимущество, чтобы не производить энергию и пытаться ее куда-то там транспортировать, а потом вот сталкиваться с интересными разными там политическими моментами. Нет, а производить энергию наиболее эффективным образом, экологично. Да? И второе, иметь энергоемкие производства, которые потребляют эту энергию. И это создает гигантское преимущество. Раз. Второе. Цифровизация, снижение транзакционных издержек на все рутинные операции. Надо воссоздать сложнейшие комплексы для того, чтобы цифровизация и снижение технологических вот этих вот издержек транзакционных достигла, в общем-то, просто небывалого уровня. В этом Россия невероятно сильна. Да? То есть технологичные производства, энергоемкие производства и человекоемкие производства. Есть очень много направлений человеческой деятельности, где есть человекоемкость огромная. Например, всякие творчески ориентированные профессии, агентство, коммуникационное агентство, дизайн, там, промышленный дизайн и так далее. Огромное количество высококлассных, высококвалифицированных специалистов, и эти сектора никогда не будут роботизированы, то есть заменены искусственным интеллектом. В России все основания для того, чтобы заниматься всем, что слагает будущее великой страны. Одного не хватает — вашего стремления, вашего желания. Вот если вы родитель, отправьте, настройте своих детей, чтобы они пошли на физтех. Или в какую-то вот школу, где гигантские вызовы. То есть отправляйте людей, настраивайте не на прозябание где-то в банке, клерк там какой-то, понимаешь, бумажки перекладывать и так далее. Или блогер какой-то. Смотрите, тройка означает финансовый доход, а шестерка означает еще что-то. Вот эти все нумерологи, ведические финансисты, которые там сидят и с Инстаграма там запрещенного там что-то вещают. Ребята, не смотрите телек, не смотрите YouTube, кроме, конечно, Игоря Рыбакова. Создавайте благоприятную атмосферу и настрой на благоприятное будущее. Если вы родитель, пожалуйста, настраивайте ваших детей, чтобы ваши дети пошли и занялись реальным делом. Если ты предприниматель, включайся активно, приходи в Vacuum бизнес-сообщество, в X10 движение. Если ты педагог, родитель, приходи в университет детства. Если ты женщина, приходи в про женщин. То есть на самом деле давайте поддерживать друг друга. Вместе мы реальная сила. Вместе мы создаем условия,
превосходящей проявленности. Если мы 30 лет будем это делать, то к 2050 году заживем, на полную катушку, я вам гарантирую. И если не будет Россия процветать к 2050 году, можете забросать меня помидорами. Вы говорите, что экономика России все-таки состоит из людей. Чтобы мы стали более эффективными, чтобы российская экономическая система стала более эффективной, нам, получается, нужно действовать как-то по-другому, потому что то, как мы делаем сейчас, не очень эффективным оказывается. Да. Как поменять свое мышление на проактивное? Да, качество нашей жизни действительно зависит от состояния нашей мыслительной оснастки. Что с чем мы соединяем, какие воображения происходят у нас в голове и куда мы отправляем свое тело, ум, сердце, на чем мы фокусируемся. Вот. Это называется мыслительные оснастки. И не важно, сколько тебе лет, 20, 30, 50, неважно. Сменив мыслительную оснастку или трансформировав его, или обогатив, да, мы можем резко поменять качество жизни, которое проживаем. Вот. Поэтому на самом деле сейчас возьмите ручку, бумагу или блокнот, или откройте свои там какие-то другие средства записи и запишите буквально последовательность, да, которую я сейчас дам, которая вам позволит немедленно поменять качество своей жизни. Поехали. Первое. Постоянно меняй свои привычки. Наш мозг так устроен, что он, взяв какую-то программу, стремится ее повторить по умолчанию, по дефолту. Не все программы актуальны и подходят, но наш мозг по умолчанию их включает. Ну, выбирай, если ты на работе, например, отбираешь задачи, за которые взяться, выбирай более сложные задачи и такие, за которые ты никогда не брался еще. Это развивает нашу способность, вообще говоря, на ходу перестраивать или пробовать разный иной подход, который существенно повышает вероятность подобрать более подходящее в моменте. То есть не окислиться, не застояться и не попадать вот на это, знаешь, как трамвай, по одним рельсам езжу. Это первый. Второе. Мы замечаем, что часто после какого-то кризиса у нас наступают такие изменения, да? Так вот, используй любой кризис как точку старта или точку обновления. Придай кризису новое звучание, новую интерпретацию. И более того, научись порождать для себя кризис, чтобы развернуть себя во что-то новое. Это звучит очень странно, только на первый взгляд. Но если вы посмотрите, сколько кризисов я, Игорь Рыбаков, себе создаю, я каждый день создаю себе кризисы для того, чтобы развернуть себя в новую сторону. Зачастую я вот лично не могу изменить какую-то привычку, но ввергнув себя в кризис, я вынужден изменить привычку. Поэтому пункт второй — используй кризис как точку разворота. Или создавай кризисы и используй кризис как точку разворота. Вот такой вот интересный прием номер два. Третье. Не цепляйся за прошлые решения, не делай акт переноса. Если что-либо вчера работало или позавчера, то мозг совершает ошибку, перенося это и вменяя как решение на будущее. Это очень энергетически эффективно. Мозг, он заботится о том, чтобы мы не тратили лишнюю энергию, но смотри, у мозга нет предустановки испытывать счастье. Мозг — это не про счастье. Вот разум — это более сложное, то, что имеет установку на счастье. Так вот, если ты хочешь реально испытывать счастье, не цепляйся за проторенные дорожки, не цепляйся за то, как у тебя получалось в прошлом, иначе ты окажешься в ловушках успеха, в ловушках прошлого успеха. Четвертое, мой любимый пункт. Вот чем ты кормишь свой мозг? Какие истории ты рассказываешь, какие истории ты любишь читать, какие истории ты любишь слушать. Вот ровно эти истории будут и случаться с тобой. То есть в поле опыта людей, к которым ты пребываешь, истории, рассказываемые этими людьми, создают то самое поле логических причин, как ты проявишься в недалеком будущем. Будь внимательным, потому что пункт номер 4 — это вот зримая форма основного инстинкта моделирования. Ты, ввергая в себя в некое модельное поле вот этих вот историй, в принципе становишься излучателем, в котором воплощаются все эти модели. Вот такой пункт 4. Пятый пункт. Самый точный прогноз будущего — это то будущее, которое ты сам проявишь и сделаешь. Вот если ты будешь гадать, какое будущее случится, ну ты все равно не угадаешь и расстроишься, разочаруешься, и будешь испытывать какую-то такую досаду даже, может быть, обиду, может быть, гнев и так далее. Ну, будешь терять энергию
И будет повторяться и повторяться вот один и тот же вот цикл, наверное, ты уже не один раз замечал это. А вот если ты берешь, придумываешь, задумываешь будущее вместе со своими сподвижниками, да, и потом его проявляешь, ну то есть делаешь, вот как сделаешь, так и будет. Поэтому самый лучший прогноз на будущее — это взять и сделать то будущее, которое ты сопридумал вместе со сподвижниками. Делай так, и тогда ты будешь раз за разом оказываться в будущем, которое ты сам, собственно, создаешь, и для тебя вот эта вот фраза «будущее в твоих руках» станет must-have, само собой разумеющимся. Теперь у тебя есть 5 пунктов, которыми ты можешь пользоваться на ежедневной основе. Я эти 5 пунктов применяю утром, вот когда просыпаюсь, делаю такой ритуал. Ровно такой же ритуал я делаю вечером, когда вот спать ложусь. Перед отходом ко сну, чтобы отключить вот эти вот там социальные сети, вот этот шум, информацию, я опять прохожу по этим 5 пунктам. Поэтому делай как Рыбаков, спина болеть точно не будет, и давайте вместе размножать хорошее, чтобы плохого места просто не осталось. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей.